Здравствуйте, с вами Елена Глозман, семейный парный психотерапевт, ДПДГ-терапевт, автор книг. Вы можете увидеть линк внизу. Давайте поговорим немножечко о нарциссизме, сопереживании и как это все связано с войной в Израиле. Для начала, что такое нарциссизм? На моем YouTube-канале есть достаточно роликов, и что такое нарциссизм, и что такое нарциссизм в семье, и лекции, почему у меня такой там муж или такая жена. То есть достаточно информации для того, чтобы вы поняли, что такое нарциссизм. Вкратце объясню. Обычно люди-нарциссы — это люди, которые принижают другого человека, унижают другого человека, переворачивают все с ног на голову, обвиняя потом того же человека в том, что на самом деле он во всем виноват, на самом деле все произошло по его вине, да, и почему в семье, допустим, это происходит? Потому что, почему, допустим, обычно спрашивают там женщину или мужчину, как ты столько лет там живешь с этим человеком, ведь над тобой издеваются, да? У меня есть на это несколько ответов. Во-первых, этот человек всегда находит оправдание этому поведению, да, человек, который подвергается вот такому эмоциональному насилию, газлайтинг, абьюз, да, назовите это как хотите. Всегда находится оправдание в своих глазах, да, там сама виновата, вот я его там разозлила, или я же знал, что там жена, вот она сейчас, она такая нервная, она же сказала, да, то есть мы объясняем это своим детям, не мы объясняем, а обычно люди, которые вот такие вот жертвы, да, которые живут с человеком-нарциссом, объясняют это своим детям, что зачем ты там разозлил папу или маму, да, вот там он или она стараются как лучше, да, то есть постоянно идет, значит, такое вот сопереживание, да, сопереживание, и человеку, вот этому насильнику, всегда приписываются качества, которых на самом деле там нет. Понимаете, то есть идет это сопереживание и приписывание качеств, которых нет. И человек много лет живет, в принципе, в каком-то самообвинении, в ощущении, что на самом деле, да, что вот он так накричал или вот она так сделала, но на самом деле этот человек не имел так в виду, да, на самом деле этот человек очень добрый и искренний, да, вот просто у него такая полоса, которая длится там уже там 20 или 30 лет, понимаете? Всегда находится оправдание, когда детям там мать может сказать, что там по поводу отца, который там избивает, там физическое насилие, сексуальное насилие, я уже не говорю про моральное насилие, втаптывает просто в грязь, может сказать, но на самом деле он тебя очень любит, да, то есть идет полное оправдание. Теперь самое интересное, знаете, что обычно вот у этих людей, у этих жертв, то есть они стараются как лучше, а кончается все тем, что этот человек-нарцисс, он своего рода, знаете, он как бы насыщается вот этими людьми, и в конечном итоге как бы эти браки распадаются, эти отношения распадаются, дети не хотят разговаривать с таким человеком, понимаете? Почему люди терпят к себе такое отношение? Почему они выбирают себе таких партнеров? Да? Почему они общаются там по работе, друзей себе таких выбирают? Я вам отвечу на это таким образом. Нас всегда притягивает то, что нам знакомо ранее, то, что нам знакомо с раннего детства. И поэтому человек, который входит в отношения нарциссические, прошу прощения, понимаете, это человек, который, скорее всего, в своем детстве уже пережил унижение к своей особе, к своей персоне, понимаете, оскорбление, растаптывание. Он все это для него знакомо, и для него это есть норма. И поэтому, когда такие люди, знаете, приходят ко мне на терапию, и, приходят по поводу, допустим, семейных отношений или парных отношений, еще нет семьи, да, и
Я на мой вопрос, допустим, с какого возраста вам знакомо вот это то, что вот эти оскорбления, унижения, да, и человек вспоминает, что это было в детстве, чаще всего, ну не чаще всего, я сейчас утрирую, конечно, но многие, допустим, люди, некоторые люди, не многие, некоторые люди, причем чем эти травмы детства, чем они сложнее, тем сложнее человеку согласиться на терапию, чтобы проработать их. И я иногда слышу, да, такие вот ответы, я не понимаю, при чем здесь вообще моя мама. И неважно, насколько суицидальные мысли у этого человека, неважно, насколько проблема с коммуникацией у этого человека, неважно, насколько самооценки вообще, не то, что она низкая, ее нету, ее просто нету, понимаете? То есть эти люди, они как бы вот у них такой посыл: оставьте меня в покое, я вот пришла по поводу там отношений, что вы мне задаете по поводу мамы или не мамы. Не понимая абсолютно, что пока ты не прорабатываешь вот эти свои травмы, первые самые первичные травмы, то в нашем настоящем ничего как бы не изменится. Так это работает, так работает психология, так работает наш мозг. Вот. Но люди как-то, вот есть люди, которые хотят, чтобы это было быстро, чтобы это было вот сейчас. Ну, не важно, что так, у меня депрессия, да, или там суицидальные мысли. Давайте вот вы по поводу отношений. Вот, окей. Теперь, как это связано с войной в Израиле? Наши отношения, знаете, во-первых, израильтяне, да, большая часть нации, в принципе, это есть иммигранты. Это мигранты, приехавшие из разных стран. Дети могут там второе, третье, четвертое поколение вырасти в Израиле, но их предки, причем не так давно, они, в принципе, эмигрировали из разных стран, где евреев угнетали. Постоянно угнетали, постоянно обвиняли во всех грехах, то они там кровь пьют младенцев, то они слишком умные, то все, что происходит в мире, это все из-за евреев, понимаете? И в принципе вот это вот народ в Галуте, выросший в Галуте, привык, да, если мы говорим про травмы детства, понимаете, привык к тому, что тебя постоянно в чем-то обвиняют, да? И, соответственно, для многих израильтян эти отношения, они считаются нормой. Они считаются нормой, что тебя обвиняют, что тебя оскорбляют. И многие израильтяне, они находят этому оправдание, они пытаются видеть то доброе, то замечательное, особенно в насильниках, в террористах, да, где там даже быть ничего как бы прекрасного не может, понимаете, вот из-за вот этого вот галутного своего прошлого, понимаете. Причем, знаете, выходцы, допустим, из Советского Союза, все-таки у многих из нас оно такое более, конечно, имперское мышление, ну, потому что все-таки Советский Союз, это действительно как бы была империя, и, соответственно, мышление, оно немножечко как бы другое, но при этом все равно вот эта вот галутность, она все равно жертвенность такое, да, жертвенность, сопереживание, оно присутствует. И израильтяне, это единственная нация, которая перед тем, как там, допустим, бомбить те места, где знают, да, наши силы, что находятся там террористы, они их предупреждают несколько раз: пожалуйста, будьте так добры, уйдите оттуда, ну, пожалуйста, ну что же вы такое делаете, вот там объясняют, да, на арабском. Вот стараются все вот как лучше, чтобы не обидеть мирное население. Вчера был, знаете, такой очень интересный эпизод в новостях. Новости я не смотрела на протяжении 5 лет, ну, так как война все-таки как бы тоже вынуждена иногда их смотреть на одном канале. Также очень редко, но все равно как бы все-таки важно знать, что происходит как бы в твоей стране. И нашли телефон, израильский телефон, где
был записан разговор, ну, знаете, что в каждом телефоне, не в каждом, но есть телефоны, где ставятся вот эти аппликации, где беседа записывается, автоматически она записывается. И там идет такой разговор, когда террорист араб позвонил своей семье, мирным жителям Газы. Вот. И он радостно рассказывает, что папа, ты себе представь, вот взахлеб просто рассказывает. Папа, ты себе представить не можешь, я здесь несколько десятков этих евреев, я их порезал, я им такое сделал. Он ему говорит: молодец, сынок, какой ты молодец, это замечательно. А потом говорит: маму позови. Мама берет трубку, он говорит: мама, ты понимаешь, я вот здесь несколько десятков евреев, я их порезал. И он говорит: ой, как я тобой горжусь, как ты это. Это мирное население. Теперь, когда на терапии я работаю, к чему я все это веду? Когда я работаю над эмоциональной зрелостью, то эмоциональная зрелость, да, то есть мы прорабатываем вот травмы, терапия – это такой, знаете, ступенчатый процесс. Его невозможно как-то укротить, его невозможно сделать каким-то слишком быстрым. Это все идет по ступеням, понимаете, поэтапно. И последний этап всего этого дела, понимаете, после того, как мы проработали травмы, детство, наша цель прийти к эмоциональной зрелости. И что такое эмоциональная зрелость? Когда мы видим нашу реальность такая, какая она есть. Когда мы не приписываем качества людям, у которых нет этих качеств, когда мы не идеализируем или наоборот, когда мы не демонизируем. Да, то есть, допустим, если в семье часто такое очень бывает, да, идет идеализация одного родителя, да, то есть он там меня там, допустим, избивал, а мама, она сама бедная, она так мучилась, то есть идет идеализация мамы, демонизация отца. И во время терапии человек понимает, что в принципе они там вдвоем вообще-то были, да, и мама, она отворачивалась и уходила, и позволяла отцу там избивать или делать еще какие-то вещи похуже, понимаете? И вот идет, после вот того, как происходит вот это вот прорабатывание травм, идет понимание, какая она реальность вокруг меня. И это уже называется эмоциональная зрелость. И благодаря этой эмоциональной зрелости человек принимает для себя решение, понимает, да, кто те люди, допустим, если это близкие люди, да, то есть он, допустим, решает или прекратить общение с этими людьми, или минимизировать общение с этими людьми, или понимая, что да, у людей вот такие качества, вот здесь меня, да, могут поддержать, а здесь я предпочитаю как бы не рассказывать, потому что человек там мало того, что, допустим, не поддержит, еще и обольет меня грязью. Это называется эмоциональная зрелость. И я надеюсь, что эта эмоциональная зрелость, она все-таки как бы, ну, я надеюсь, что она все-таки произойдет как бы в нашей нации, потому что невозможно, это неправильно, не приписывать себе какие-то качества, которых нет, да? Чаще всего негативные качества. И это неправильно видеть в другом человеке качества, которых тоже нет. То есть важно все-таки во взрослом, да, возрасте, во взрослом эмоциональном возрасте видеть людей, видеть ситуации такие, какие они есть, да, то есть вспоминается, что если это ходит как утка, выглядит как утка, разговаривает как утка, то есть это, скорее всего, утка. И я очень надеюсь, что это в какой-то момент все-таки в Израиле произойдет, и перестанут люди выдавать желаемое, понимаете, за действительное. То есть желаемое, мне тоже хочется жить, как бы, то есть я тоже была за мир, и тоже были определенные как бы идеи, но мы все взрослеем, мы все меняемся, и это нормальный абсолютно процесс. И поэтому важно видеть реальность такая, какая она есть. Это помогает и нашему психическому здоровью, да, это помогает не сойти с ума,
Потому что когда ты видишь то, что оно есть, да, ты не ожидаешь вещей, которые произойти не могут, понимаете? И ты принимаешь решения, которые нужно принять для того, чтобы тебе было лучше, да, то есть в этом как бы заключается цель, мне кажется, не только Израиля, мне кажется, вообще всех людей, всех стран, принимать реальность такая, какая она есть, и в соответствии с этим принимать решения в своей жизни. Берегите себя, заботьтесь о себе, о своих близких. Была с вами Елена Глозман. Спасибо.